Вы когда-нибудь задумывались, что происходит в банке с обычным куском мяса через 2 дня? То, что вы видите сейчас на экране, это не просто грязь. Это настоящий мегаполис, где население исчисляется миллиардами. И сегодня я собираюсь устроить здесь настоящий апокалипсис с помощью мироместина. Все мы привыкли, что это мощный антисептик, который спасает нас от всего на свете. Но справится ли он с этой озверевшей толпой микробов? Или они просто посмеются над ним? Досмотрите до конца, потому что результат меня, честно говоря, шокировал. Погнали! Всем привет, друзья, с вами Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Здесь мы рассматриваем мир, который обычно прячется от наших глаз. В прошлый раз, если помните, мы травили мироместином нематод. Если пропустили, обязательно гляньте. Там было на что посмотреть. И тогда в комментариях вы завалили меня просьбами: «Виктор, а как насчет бактерий? Это же антисептик, он обязан их уничтожить». Что ж, я обещал, я делаю. Сегодня проверяем мироместин на прочность в самой экстремальной среде, которую я только смог создать у себя на столе. Для этого эксперимента мне понадобился бульон. Я взял свежую косточку с куском мяса и костным мозгом и залил ее водой. Всего 2 дня и вуаля, вода стала мутной и, скажем так, очень ароматной. Почему их там стало так много? У меня есть 3 версии, и все они рабочие. Во-первых, костный мозг и остатки мяса для бактерий – это как поход в самый дорогой мишленовский ресторан. Там столько белка и жира, что они просто не могут остановиться и едят 24/7. Во-вторых, их не нужно было звать. Они не прилетели с другой планеты. Они всегда сидят на сыром мясе и просто ждут своего часа. И в-третьих, математика. В тепле эти ребята делятся каждые 20 минут. Одна бактерия через пару часов превращается в целый полк, а через 2 дня там уже население целого Китая в одной капле. Они буквально построили свой город на этой кости. Но посмотрите сюда. Среди этой микробной пыли я нашел кое-кого покрупнее. Это инфузории сувойки. Видите эти колокольчики на ножках? Вот вы спросите: «Виктор, ну откуда они в чистой банке?» А я вам отвечу: они свалились с неба, в буквальном смысле. Сувойка – гений выживания. Когда лужа высыхает, они превращаются в крошечные бронированные шарики – цисты. Они такие легкие, что летают с обычной домашней пылью. Летала пылинка, приземлилась на кость в магазине, я принес ее домой, бросил в воду и бам! Сувойка проснулась, увидела гору еды в виде бактерий и поняла, что жизнь удалась. Кстати, обратите внимание, некоторые плавают без своих хвостов-стебельков. Нет, их никто не откусил, это их суперспособность. Если сувойке что-то не нравится, например, еда кончилась, или какой-то парень с микроскопом решил залить все химией, она просто отстегивает хвост и уплывает как торпеда искать лучший мир. Ну или просто течением оторвало, пока капля подсыхала. Бывает и такое. Ну что, пришло время великой битвы. Набираем мироместин в пипетку и добавляю прямо в гущу событий. Концентрация запредельная. Я не просто капнул, я их буквально искупал в антисептике. И? Вы это видите? Ничего. Бактерии как бегали, так и бегают. Они как будто даже бодрее стали. Я подумал, может, мне попалась подделка. Пошел в другую аптеку, купил мироместин другого производителя, даже из другой страны. Результат? А результат абсолютно такой же. Бактерии не пострадали. Прошло 5 часов. Капля на стекле уже почти высохла, остались маленькие островки воды, а бактерии в этих островках чувствуют себя как на курорте. 5 часов в антисептике, представляете? Так что же, мироместин – это просто вода? Не спешите выбрасывать аптечку. На самом деле это отличная штука для горла и свежей царапины. Но есть один нюанс. В моем бульоне за 2 дня бактерии успели построить так называемую биопленку. Представьте, что они накрылись сверхпрочным полиэтиленовым тентом из собственной слизи. Молекулы мироместина просто не могут пробиться сквозь этот щит. Они бьются о него, но не долетают до самих бактерий.
Чтобы разрушить такой бетонный бункер, нужны либо агрессивные окислители, вроде перекиси водорода, в большой концентрации, либо специальные ферменты. Помните, как хлорка в прошлый раз справилась с нематодами? Хлорка – это тяжелая артиллерия, она выжигает все. А мироместин – это скорее снайпер, который работает по одиночным целям. Но против укрепленной крепости он бессилен. Какой вывод? Если вы порезались, мажьте сразу, пока бактерии не успели построить там свой мегаполис. А если у вас в банке зародилась новая жизнь, как у меня, тут уже никакие аптечные средства не помогут. Друзья, если вам было интересно заглянуть в этот микромир, не забудьте поддержать канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам не сложно, а мне это очень помогает снимать новые опыты. И напишите в комментариях, что еще мне стоит протравить под микроскопом. Может, возьмем что-то пожестче. С вами был Виктор и канал под микроскопом. Берегите себя и не давайте бактериям шанса построить на вас свои города. До встречи в новых видео. Пока-пока.